Сегодня мы поговорим о болезни, которая может грозить нашим малышам после тесного общения с бездомными животными. Стригущий лишай – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Стригущий лишай – заразное заболевание, вызываемое грибками, микроспорум и трихофитом, поражающее волосы, кожные покровы, ногти и ресницы. Заражение лишаем происходит контактным или контактно-бытовым способом. Источником заболевания чаще становятся животные или больной человек. Основным носителем паразита выступают кошки. Также он может переноситься собаками, крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами, грызунами. Максимальный пик заражения стригущим лишаем приходится на лето и начало осени. По причине тонкости кожи и еще незащищенности волос органическими кислотами, дети в возрасте от 5 до 16 лет наиболее подвержены заражению. В случае, если ребенок поиграл на улице с больным животным, к примеру, котенком, шансы на то, что малыш не заразился, достаточно малы. Дело в том, что даже одежда, контактировавшая со спорами, немедленно становится рассадником инфекции. Тот же принцип относится и к уже больным лишаем людям. Любые предметы быта, одежда, белье, полотенца и даже посуда, с которой контактировал больной человек, становятся потенциально опасными с точки зрения заражения для окружающих. Из факторов, способствующих внедрению возбудителя в организм, следует отдельно выделить травмы кожи, ослабленный иммунитет, низкий уровень личной гигиены, гиповитаминозы. В зависимости от типа грибка и состояния организма человека, с момента заражения до проявления первых признаков заболевания может пройти от нескольких дней до 2 месяцев. В большинстве случаев заболевание имеет ярко выраженные симптомы, которые должны насторожить родителей. На любом участке кожи ребенка могут появиться красноватые шелушащиеся очаги поражения овальной или неправильной формы. Центральная их часть более бледная, покрыта мелкими сероватыми чешуйками. Края пораженного участка обрамлены плотным валиком красновато-розового оттенка. При возникновении лишая на волосистой части головы первые симптомы можно и не заметить. В этом случае, помимо достаточно сильного шелушения кожи, происходит постепенное обламывание волос в области поражения на расстоянии от 1 до 3 мм от поверхности кожи. Визуально складывается впечатление, что волосы как бы острижены. Именно по этой причине заболевание и получило название стригущий лишай. А размеры очагов поражения могут быть разными, в некоторых случаях даже доходя до размеров ладони. Иногда в зоне поражения может ощущаться незначительное чувство зуда. Без должного лечения заболевание способно перейти как в хроническую форму, так и поразить более глубокие слои кожи с развитием гнойных процессов. Лечение стригущего лишая следует начинать на ранних стадиях болезни. Однако для постановки точного диагноза и составления правильного плана лечения настоятельно рекомендую обратиться к врачу-дерматологу или инфекционисту, так как разные виды заболевания могут иметь свою схему терапии, а попытка самостоятельного лечения с большой вероятностью способна привести к хронизации болезни. Медикаментозное лечение стригущего лишая складывается из местной терапии и приема таблетированных противогрибковых препаратов. В случае единичного поражения кожи ограничиваются местным лечением жидкими противогрибковыми средствами, мазями и йодом. Если лишай локализуется на голове, волосы на пораженном участке перед началом лечения и далее каждые 7 дней обязательно сбриваются и ежедневно промываются противогрибковым шампунем, например, низоралом. Утром пораженный участок смазывают 2-5% спиртовым раствором йода, а на ночь наносят мази салициловую, ламизил, клотримазол, микосептин, травокорд, микогель и другие. Для волосистой части головы предпочтительно вместо мазей использовать растворы, которые не загрязняют волосы и хорошо впитываются.
например, нитрофунгин или вакадин. Пораженные брови и ресницы удаляют вручную. Как вспомогательное лечение к основной терапии неплохо помогают средства народной медицины. Но при их выборе также будет не лишним проконсультироваться с лечащим врачом. Неплохо помогает справиться с лишаем настой ромашки. Для его приготовления лепестки цветка заваривают в кипятке в соотношении с водой 1:2. Через 20 минут настой готов. Пораженный участок кожи натирают данным средством и через полчаса смывают водой. Также можно протирать больные зоны соком чеснока, лимона, клюквы, смесью свекольного сока с медом или молочной сывороткой. Кожные поражения на теле поможет вылечить компресс, сделанный из смеси мелко нарезанного капустного листа и сметаны. С целью ускорения процесса выздоровления постарайтесь придерживаться некоторых простых правил. Для повышения иммунитета включите в рацион больного продукты, которые богаты витаминами групп В и С: шиповник, сладкий красный перец, апельсины, говяжья печень, свинина, петрушка и так далее. Постарайтесь на время лечения отказаться от синтетической одежды. Как можно чаще подвергайте белье больного стирке и термической обработке, а самого страдающего лишаем не купайте в ванне, чтобы инфекция не смогла распространиться по всему телу. Обязательно в начале лечения обработайте весь дом, полы дезинфицирующими средствами, игрушки ошпарьте кипятком, а диван и кресла пройдитесь утюгом. Профилактика заражения лишаем достаточно проста, и заключается она в тщательном соблюдении личной гигиены и предотвращении контактов с больными животными и людьми. Пользуйтесь только индивидуальными предметами гигиены и быта, расческами, полотенцами, бельем и так далее. После купания в общественных местах обязательно примите горячий душ и также промойте в горячей воде все купальные принадлежности. Больным детям запрещается посещение школы и детского сада вплоть до полного излечения. Регулярно осматривайте домашних питомцев на наличие признаков заболевания, особенно тех, которые гуляют на улице. Не забывайте, в случае подозрения на заражение лишаем, как можно быстрее следует обратиться за медицинской консультацией. Своевременно и адекватно назначенное лечение – залог быстрого и успешного избавления от этого достаточно неприятного заболевания кожи. Не болейте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Здоровья вам!